этой зимой, в декабре. Вы думаете, сегодня пейзаж будет? Отлично, пока лимонад не сделаю. Стрит? Туда пойдем, что ли? В снег? Возможно. Ты чё, с ума сошел, что ли? Я проложу вам шикарную дорогу. Звук нового. В фотографии самая главная выдержка, а в танцоре что? Диафрагма. Пейзажной и стрит-фотографии. Я уже заколебался его чистить. Друзья, привет. Те, кто меня не знает, меня зовут Фавионыч, и мы снимаем пейзаж сегодня на берегу Лахты. Птиц уже красивых я вижу, уже сели вокруг меня. Если вам это интересно, смотрите видео. Но мы находимся с вами в точке, где начался канал Фавионыча про пейзажную фотографию. И поскольку снег сейчас идет обильно, сегодня мы отправимся в путь по дорожке пейзажной фотографии вместе с Фавионычем. И посмотрим, что же можно сделать, какой минимализм, какой арт. Новая экотропа, которую сделали пару лет назад. Вы знаете, что здесь была заболоченная местность, где мы делали снимки вместе с Павлом Мартом. А сейчас это удобная площадка для прогулки. В такую погоду из-за снега снижается контраст, и снег сейчас идет хороший. Поэтому современные кроп-матрицы, ну и вообще современные матрицы, которые имеют небольшой размер по сравнению с действительно с большим, со средним форматом, позволяют вам снизить контраст и сделать более живую картинку. Но для того, чтобы картинка получилась интересной, недостаточно просто снять какие-то деревья на фоне белого снега, который будет мало пригоден. Нужно, во-первых, понимать, что современная техника не очень хорошо воспроизводит яркие объекты, вот такие как снег. Придется приложить усилия, чтобы как минимум найти какой-то объект, который бы сосредоточил внимание не просто на белой пустыне, а сделать какой-то интересный кадр. Какой он будет, зависит от вашего вкуса, от вашего уровня владения инструментом в первую очередь, ну и от фантазии. Поэтому мы сегодня будем фантазировать. Когда вы отправляетесь уже в лес, ведите себя достойно. И тогда, может быть, лес откроет для вас какие-то тайны. Вы сможете увидеть птиц, которые тоже вас видят гораздо лучше, чем вы их. Ну и не потревожив обстановку, вы сможете сделать отличные кадры пейзажные. В этой роще, кстати, множество кадров я делал. И вот видите, осна до сих пор это жива, которую мы снимали даже на пленку, на ролифлекс. Так что части какие-то леса все-таки остались. Хотя человек, он, видите, тоже ломает ветки. Но мы такими не будем. Увидим, может быть, какие-то паттерны найдем. Зимний, пока снег еще не осыпался. Поиск ракурсов, конечно, самое занимательное в поиске интересных кадров. Мы с вами сейчас попробуем найти такие ракурсы. Мы падали здесь, а теперь здесь ступеньки, друзья, не поверите. Теперь на эту горку можно подняться и спуститься по ступенькам, что и делают люди. Какой интерес ходить по ступенькам. Дерево, кстати, это осталось. А вот место, где я снимал мужчину, который упал, так же, как и я. Ну и, собственно говоря, вот эта коса. Но мы сегодня пойдем другой тропой. Вот этой нижней тропой, где дерево большое, заваленное. Солнце, кстати, проходит, видите, выходит через дымку, поэтому снег скоро, скорее всего, прекратится. Ну и сзади вы видите нашу башню. Вот мы и вышли, кстати, с вами на место, где вот этот брустер, так называемый, естественный он или искусственный, поворачивает. Ну и здесь место, конечно, очень интересное. Кто смотрит новости сейчас с Черного моря, где огромная волна, из-за того, что защита не была организована, дома построили практически у моря. Ну и в результате видите, что произошло. Здесь то же самое, видите, такой нанос такой сделан. Он очень древний, он старый очень. Поэтому мы находимся в самой нижней точке района Санкт-Петербурга. Поэтому если будет какое-то наводнение, а волна идет как раз со стороны залива, то мы попадаем в первых рядах затопления. Поэтому вот этот предполагается, что этот выступ где-то высотой метров 5-6 может быть защитит как-то. Нашел место, спустился здесь с тропинки, и здесь ракурс намного интереснее. О, чуть не уронил телефон.
нижней точки, получается нижняя точка, и пользуйтесь вот этим светом, который боковой сейчас идет с той стороны, он подсвечивает тропинку, поэтому, когда равномерный свет, тропинка не так подсвечена, и можно будет проработать именно тропинку, если вы аккуратно будете делать коррекцию. Ну, мы сейчас ждем чего? Ждем в кадре силуэт. Будем долго ждать, я чувствую. Sigma готова, видоискатель настроен, все сделано. Разные установки, все-таки 2.8, 5.6 основные для моего варианта съемки. Ну и кадрирование, подготовить пятно кадровки, чтобы человека можно было сфокусировать быстро по пятну. Немножко светлее стало, видите, хотя солнце идет к закату. Вот такой, видите, интересный ракурс, такой портальчик. Попробуем его. Помнится, в нашу вылазку в Лисий Нос Павел тестировал свой новый объектив на вот таких вот сложных дуплах. Ну что, пора взбираться на вершину пейзажной фотографии вместе с Фуйонычем. Оп. Сейчас попробуем найти с вами необычный ракурс. Здесь есть пару деревьев, которые мы хорошо знаем. И вот снег пока еще идет, поэтому можно найти какой-то необычный ракурс. Кто любит всякие индастриалы. Всегда очень много птиц, друзья. И вот сейчас, вот видите, наверху сидел дрозд, или как его называют. И можно было сделать какой-то интересный кадр. Плюс солнце подбирается уже к вышке. Попробуйте найти какие-то интересные ракурсы, где вы можете подготовиться к съемке пейзажа с человеком. Если вы не такой, как Ансель Адамс, который не любил людей в пейзаж вставлять, но я люблю. Поэтому здесь интересно то, что здесь есть и вышка вот эта огромная, можно ее увидеть, есть. Заодно проверите динамический диапазон своей камеры, насколько она может справиться с таким сложным светом. Ну и, конечно, композиционно поработайте. Я уже заранее поменял батарейку, потому что у меня там оставалось немного. Поэтому лучше заранее подготовиться. Бленды обязательно в такую погоду, без бленды. Ну вот смотрите, у вас все покрывается снегом достаточно быстро. Ну и у меня стоит специальный фильтр, о котором я рассказывал, это RDN Stock, который имеет расширенный диапазон в области ультрафиолета. Поэтому он прорабатывает вот этот белый свет гораздо более интереснее, чем все остальные немецкие фильтры, японские в том числе. Все это уже протестировано. Ух, свет какой, смотрите. Золотой пошел уже практически. Ну, не золотой, но уже серебряный, можно сказать. Ну, никто не идет по этой тропинке. Все идут низом почему-то. Все идут низом. Низом. Но мы хотим поднять пейзажную фотографию на высокий уровень, поэтому надо верхом идти. Близится закат, уже солнце, а мы все никак не можем дождаться фигуры в кадре. Здесь такие интересные места есть. Вы их можете найти в любом лесу, если будете знать, что искать. Разумеется, друзья, если вам понравилось это видео или вы что-то для себя не уяснили, можете написать это в комментариях, поделиться этим видео. Ну и смотреть дальше. Приключение только начинается. Первый день зимы. С вами был Фуйоныч. Пока.